В этом видео мы сделаем стол из очень старой сечкарни. В итоге он обойдется совсем недорого, а используя такую схему, каждый сможет сделать свой вариант такого стола. Приятного просмотра. Итак, начнем с того, что же это за штуковина. Говоря проще, это солома-резка. С начала прошлого века такая вещь была очень популярная. И несмотря на то, что этим механизмам уже около 100 лет, они сейчас очень часто встречаются в качестве декора, так как их тиражи были просто огромные. Свой экземпляр я отдал на пескоструйку. Почему-то это название всегда вызывает безудержное веселье у моей девушки. Не особо понимаю почему, но на всякий случай поясню. Пескоструйка от слова песок. После обработки металл стал идеальным. Я имею в виду совсем без ржавчины. Но мне это совсем не понравилось. И я оставил его так на пару дней. И влажного воздуха в гараже хватило для того, чтобы он слегка покрылся ржавчиной. В итоге это выглядит как патина. И вот теперь картина устраивает меня полностью. И для того, чтобы зафиксировать внешний вид, я покрываю весь металл матовым лаком. Практически все элементы отлиты из чугуна, и именно поэтому вся конструкция крепкая и тяжелая. К сожалению, именно поэтому столетние сечкарни сегодня частенько сдают на металлолом, а кто-то продает их совсем недорого на местных досках объявлений. Свой экземпляр я купил всего за 1200 рублей, и таких предложений реально хватает, по крайней мере до выхода этого ролика. Надоело. Как вы поняли, в процессе у меня вышла из строя болгарка, а так как я уже не один раз ее ремонтировал, решил купить новую. И для того, чтобы работа не останавливалась, тут же открываем Е-каталог и выбираем болгарку. Кстати, правильно она называется угловая шлифмашина. Лично для меня в первую очередь важен производитель, поэтому выставляем в фильтре уже проверенные варианты. В итоге я сравнил несколько подходящих моделей и остановился на простенькой болгарке от Makita. Да и к тому же инструмента из их новой линейки у меня пока еще нету. А так как эта серия значительно дешевле, предложение очень интересное. В общем, попользуюсь и обязательно напишу свой отзыв. Ну что, ты определился? Да, определился. Вот такая нужна. Выезжаю. О, другое дело. Сейчас посмотрим, подожди. Итак, с инструментом разобрались и приступаем к дальнейшему демонтажу. Забегая немного вперед, скажу, что эта штуковина это просто идеальная заготовка для стола. Высота подстолья, ширина столешницы, габариты, дизайн – все как будто прям создано для того, чтобы переделать ее под стол. Только представьте, вековые гайки я спокойно открутил ключом. Правда, все гайки оказались разного размера, и к некоторым я просто не смог подобрать ключ. В итоге все, что откручивалось, я открутил, а остальное просто срезал. И наконец переходим к обработке дерева. Делать я это буду специальной фрезой и мощным фрезером. Принцип тут такой. Каретка, на которой стоит фрезер, ходит по двум параллельным направляющим. И если конструкция сделана правильно и ровно, то такой механизм заменяет и рейсмус, и фуганок. А учитывая то, что далеко не в каждый фуганок влезет такая широкая заготовка, то смело могу сказать, что для обработки слэбов это просто незаменимая штука. Но тут крайне важно использовать надежный фрезер. Лично я перепробовал много вариантов и остановился вот на этой модели, так как мой предыдущий фрезер просто не мог удержать фрезу в цанге. В итоге, пока я разобрался в чем дело и настроил этот станок, я загубил не одну заготовку. Ну и куда важнее безопасность, так как эта здоровая фреза вращается со скоростью 20 тысяч оборотов в минуту. В общем, для себя я определился на этом комплекте. Ссылки на фрезу и фрезер оставлю в описании. В итоге мы имеем два таких одинаковых слэба. Тут главное получить одинаковую толщину, а финальной обработкой я займусь немного позже. Для того, чтобы столешница получилась поинтереснее, я разламываю ее вместе трещины. Таким образом увеличиваю ее. Затем аккуратно кладу каркас будущей столешницы, отмечаю и отпиливаю все лишнее. Ну и конечно грунтую дерево все тем же лаком. На заранее проклеенную скотчем поверхность я раскладываю заготовки и делаю опалубку из тонкого гибкого пластика. И тщательно промазываю все стыки герметиком. Ну и переходим к самому интересному. Заливаем столешницу прозрачной смолой, которая пригодна для массивных заливок. Это важно. В предыдущих роликах я подробно раскрывал этот вопрос. В итоге у меня ушло более 10 килограмм состава, но надо понимать, что это не прямая инструкция. К
примеру, можно заполнить колесо сечкарни чем угодно и залить смолу прямо в него. И расход смолы будет зависеть от слоя и от того, как плотно вы заполните колесо. И через пару дней распаковываем столешницу. Как вы видите, силиконовый герметик отлично удаляется. И в итоге мы имеем вот такой вот кругляш. Кладем на него колесо сечкарни и отмечаем линии, по которым я и распиливаю столешницу. Затем пару часов подгонки, и мы имеем два таких элемента, которые я покрываю матовым лаком и оставляю сохнуть. После разборки осталось много интересных элементов, и конкретно вот эту защитную крышку я просто не смог оставить без внимания. Я решил встроить ее в нижнюю часть подстолья. Наверное, спорное решение, так как особого функционала она не несет, но, как по мне, выглядит круто. И в каком-то роде это дань памяти вековому изделию. Обязательно напишите ваше мнение, лишняя эта деталь или нет. Крепление колеса предельно простое. Я приварил площадку и вот такое посадочное место. На него и сядет наше колесо. Ну и когда все элементы готовы, начинаем сборку. В прошлых роликах я просил поддержать нас своим голосом на премии «Лучший DIY-блог 2019». Так вот, мы заняли второе место, до первого не дотянули совсем чуть-чуть. Спасибо вам огромное, и в качестве благодарности я объявляю розыгрыш. Мы разыграем по 3 подарка в этом и предыдущем ролике. Всего 2 простых правила. Вы должны быть подписаны на канал и написать любой комментарий с более чем 3 словами. А итоги конкурса мы опубликуем 5 января. Ну и в итоге вот что мы имеем. На мой взгляд, это просто идеальный конструктор для создания стола. В самое ближайшее время будет очень много интересных проектов. Но YouTube не покажет вам наши новые видео, если не нажать на колокольчик. Так что звоните в колокола и до скорой встречи!